2, 3, 4, 5. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и меня зовут Саня. Здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, на такой стримов вы сейчас и попали. И сегодня самое веселое для вас — это то, что мы разыгрываем iPhone 14. Самое веселое для меня — это то, что сегодня у нас началась распродажа реальная. Али сделал курс 65 с копейками, можете посмотреть в телеграм-канал скидок, он внизу по ссылке в описании. Сейчас мы будем обсуждать, какие товары я советую купить. Некоторые группы товаров я пока не советую покупать, потому что лично я не нашел ссылок, либо магазины, которым можно доверять. В том числе, в первую очередь, начнем с того, что я не советую сегодня, 11.11, пока покупать ноутбуки, потому что сейла на ноуты хорошего нет, а все магазины, которые предлагают вам, опять же, через скидочные каналы наподобие моего, к сожалению, не вызывают доверия. Что это имеется в виду? Очень много есть каналов однодневок на Алиэкспрессе, вы посмотрите, там подписчиков, допустим, 180 человек, а это а-ля азусовский официальный магазин. Это не так. Сегодня я еще раз проконсультирую вас, каким образом выбирать что-то, как покупать, какие группы товаров, на что можно обратить внимание, и буду обязательно отвечать на ваши вопросы. В конце концов, среди концов, мы обязательно разыграем iPhone 14. И напоминаю, что все, кто хотят увидеть тех, кто у меня что-то там в результате розыгрышей получает, есть группа в ВК и там сообщество. Там, кстати, недавно до человека из Казахстана дошел в итоге смартфон OnePlus Nord SE 20 SE. Он племяннице подарил, фотографии там. Ну, помимо Mi Band'ов, разумеется. Всем огромное спасибо, что зашли. Набираем 3000 лайков, сразу провожу наш великий ужасный розыгрыш. Ну а сейчас я потихонечку буду рассказывать вам, какие группы товаров я бы покупал, какая система. Понятно, кто умеет, кто знает, молодцы. Кто не умеет, кто не знает, тот сейчас узнает. Для этого мы это и проводим. Первое. У вас есть мобильный смартфон, любой. Вы должны установить туда AliExpress. Я не шучу сейчас, это не сарказм. Почему? Потому что очень многие не понимают, что, первое, программа в мобильнике намного лучше. То есть ты совершенно свободно и великолепно. К слову, если кто-то будет донаты какие-то кидать, пишите, потому что я не отслеживаю. Я вот сейчас попытаюсь войти, у меня пока не получается в Donation зайти, ну и черт с ним. И напоминаю, что я есть на Boosty. На Boosty будет эксклюзивный контент. Я туда уже выгружал тесты Sony FX3 камеры. Я уже туда выгружал, кстати, потом на Live, но сначала туда. Помимо этого я еще что делал? Я планирую туда еще грузить какие-нибудь штуки из разряда путеводителей. Но опять же через призму денег. Сегодня я, допустим, менял в Турции, я послезавтра отсюда уже улетаю, рубли на доллары. И барабанная дробь при двойной конвертации даже выгоднее получилось, если бы я здесь менял рубли на доллары, чем если бы я это делал в Москве, либо в Петербурге, в тех обменниках, которым я доверяю. Не забываем прожать лайк. И еще раз всем огромное спасибо, кто дошел. Так вот, вы установили программу AliExpress. После этого самое главное, что вы должны запомнить. Вне зависимости от того, в каком мире вы живете, если вы покупаете товары за рубли, вас интересуют только товары за рубли. Что это значит? Сегодня, допустим, AliExpress поменял курс, и он стал волшебным, 65 рублей за доллар. Но в то же время, одновременно с этим, великий ужасный Али, некоторые продавцы, раз, сняли свои промокоды-купоны, два, помимо того, что они сняли промокоды-купоны, кто-то даже повысил в долларовом эквиваленте цену за товар. Кто-то отключил промики, кто-то сделал так, что у них работают промики только через купон, не через купоны. Это когда вы заходите на страницу товара и под товаром вы видите купон. Он может не работать. Так вот, они в личных сообщениях тем, кто у них покупает, посылают промокоды. Я их, допустим, сегодня был Xiaomi 12T Pro. Я купил его себе еще один, я честно купил первый свой за 38, потом он был 34, и вот сегодня я купил Xiaomi 12T Pro в минимальной, правда, комплектации, но за 30 800 рублей. Кто понимает, кто барыга с Авито, кто просто перепродает, либо покупает много смартфонов, понимает, что я только что приобрел смарт, и мне его, скорее всего, вышлют на 15 тысяч дешевле, ниже рынка, то есть его реально, он придет, не распаковывая, продать за 45. Край 39, ладно, то есть если все будет совсем максимально драматично, плюс 9 тысяч за одну покупку. Но это лирика, не лирика, это то, что такие предложения бывают редко, такие предложения бывают
исключительно на какие-то группы товаров, которым нужно продать, вот им количество надо продать, я уверен, что они ниже закупки его продают. И на них акцентировать внимание не стоит. Почему? Потому что это в первую очередь касается перекупов, это в первую очередь такие группы товаров касаются людей, которые покупают дорогие смартфоны, те, кто готов выложить даже 31 тысячу рублей, 30 800 и подождать месяц с копейками, пока товар придет, потом продаст. То есть вы замораживаете себе 30 800 рублей. Плюс получаете риски. Все равно он может не прийти. Понятно, вероятность минимальна. Мне за 4 года не приходило только 2 смартфона с Алиэкспресса. Разумеется, деньги мне возвращали. Но все равно. Мы сейчас говорим, собственно, о распродаже. Что сейчас покупать выгодно? Если брать наушники группы до $50, вы открываете описание к данному ролику, и здесь есть у меня очень интересные топы. Вот, топы до надсуда, обзоры, это понятно, это в ВК, и когда YouTube заблокирует, все равно рано или поздно заблокируют. И здесь идет топ ушей до $50. То есть беспроводные наушники до $50, это считайте наушники в районе 3000 рублей, 2000 рублей, 1500 рублей. Когда меняется курс на 1 рубль от 66, допустим, вы не ощущаете, они становятся дешевле на 50 рублей. И ловить их смысла нет. Если брать уже наушники от $100, там уже смысл есть, при том эгегей какой. Какой конкретно? Вот, допустим, сегодня было безумно жирное предложение, и вы, если откроете телеграм-канал скидок, ссылка верхняя в описании, всем открыть, кто хочет участвовать, кстати, в розыгрыше iPhone 14. И вы вбиваете в поиск, допустим, Realme Q45 и Q45 барабанная дробь. Кто понимает, это просто нереально крутые, самые последние анкеровские полноразмерные наушники беспроводные, 7200 рублей. Чтобы вы понимали, я когда покупал их за 11600, я думал, это дешево. А сейчас это 7200, это, ну, если сравнивать, опять же, Q30, Q35, разумеется, если у вас есть Q30, Q35, смысла переходить нет, но если у вас нет ничего, то круто взять их. С другой стороны, если у вас нет этих, ну, 7000 рублей, это довольно прилично. Есть тот же, те же наушники OneMore-ные. Я сейчас сижу с температурой, чтобы вы понимали, я чуть-чуть подтупливаю. Так вот, OneMore, Sonaflow, недавно тоже был обзор на них, они вообще выходят в 5200. И за эти деньги однозначно, если вам нужны полноразмерки, я советую брать и еще раз брать. То есть группы товаров дороже $100, ладно, 80. Во-первых, появляются промокоды, во-вторых, купоны, и в-третьих, еще помимо этого, разумеется, появляется возможность сыграть на курсе. По поводу того, как участвовать в розыгрыше и все остальное, либо вы смотрите канал и знаете, как это делать, либо вы не смотрите канал и не знаете, как это делать. И да, мой канал подлый, я заинтересован в том, чтобы мои подписчики, а не кто-то там, как у миллионников, выигрывал. Так оно обычно и происходит. Саня, ты чего лечись? Опоссум это, скорее всего, на нервной почве. У меня прошлый стрим просто выбил из колеи, потому что, как у меня спрашивают, как тебе не достает 2 часа на одни и те же вопросы? YouTube. Архитектор, привет. Дмитрий Гордиенко, привет. Привет, Bad News. Огромное спасибо, что пришли. Очень рад многих видеть. Еще раз напоминаю, что я буду отвечать на вопросы, но только после того, как изложу свою мысль до конца. Так вот, сегодня 11.11. Я весь день, как и вы, мониторю все цены, все товары. На данный момент ноутбуков выгодных я не вижу. Если брать по группам товаров в районе 30 тысяч рублей, я уже сказал, самый свеж это 12T Pro, потому что 11T Pro за 25 я даже не стал постить, когда за 30 800 можно 12T Pro купить. Это как минимум неразумно. Если брать великие ужасные ценники в районе до 15, завтра, к слову, будет топ 10 смартфонов до 15 тысяч рублей. И если вы планируете покупать смартфон до 15 тысяч рублей стоимости, подождите. Вряд ли я вам открою Америку, но, возможно, какие-то товары вы пропустили. Допустим, сейчас я постил мега шикарный смарт. Это 11E Pro за 11 800. Бомба. То есть это очень-очень крутой смартфон. За эти деньги это просто лучший. То есть если у вас есть 12 тысяч, ничего лучше не найти. Если у вас есть 15, я повторяюсь, так же как сегодня был топ-10 смартфонов для игр, получается. Так вот, еще раз повторяюсь, что я конкретным образом настоятельно вам рекомендую, если вы игроман и игролюб,
приобрести Realme Q5 Pro. Это китайская версия смартфона. Понятно, что многие, как и Q3, помните когда-то, пропустили это дело. Я на вашем месте бы его не пропускал. Почему? Потому что это вещь. Это вещь, которая будет вас радовать долго и упорно, и вы будете просто счастливы использовать смартфон за 15 тысяч, как будто это смарт за 30. И его вам будет за глаза и за уши. Первый донат пришел. Сейчас я по секундочку отвечу. Только найду как. Не дружу с WebMoney. Егор, скузи. Я не совсем понял, что по поводу WebMoney, но окей. Окей. Это вы про Бусти имеете в виду? Спасибо большое за донат. Приветствую, не болей. Михаил Бриков, это я не к нытью, это я к тому, что иногда я подтормаживаю, иногда я сильно подтормаживаю. Вот сегодня будет чуть-чуть сильнее. Всем привет, хорошего эфира. Костя, безумно рад вас видеть, обязательно. Взял, как ты и советовал, Asus ROG Phone 6. Алекс Бет, я очень рад этому. Почему? Потому что вас смартфон этот будет радовать. Еще раз, несмотря на то, что мой топ был по-другому скомпонован игровых смартфонов, если брать вот максимально простой вопрос. Человек говорит, я не люблю айфоны, я хочу потратить много денег, я хочу играть с кайфом, я скажу Asus. Без разницы. Вот сегодня, кстати, на Dimensity, на Dimensity я все равно игровой смартфон подумал бы брать 2 раза. Почему? Потому что все равно игры сначала оптимизируются под яблоко, потом игры оптимизируются уже под куалкомовские процы, а потом под все остальное. Еще раз всем спасибо, что пришли. Набираем 3000 лайков, iPhone 14 разыгрываю, либо у меня иссякает интеллект, и я перестаю вам вещать и просто разыгрываю iPhone 14 и все. Сегодня, кстати, единственный раз, когда с человеком буду дискутировать по поводу того, чтобы просто перевести ему средства, если он будет на стриме вдруг. Вот, и потом принтскрином отправлю. В основном не в основном, по-моему, один раз всего так делал. Потому что 14-й iPhone может и потеряться при пересылке. Допустим, по поводу Норда мы с бедным другом с Казахстана переписывались долго, потому что, ну, согласитесь, смарт может через границу когда идти и уйти куда-нибудь вдаль. Еще раз огромное спасибо всем, кто зашел. Напоминаю, что у меня есть из ресурсов. Это YouTube-канал «Основной Польза.нет», Телеграм-канал скидок по ссылке в описании. Там, к слову, сегодня только, наверное, постов 70 уже и еще будет. По поводу 11, 12T Pro и GT2 Pro. Если вы GT2 Pro купите за 26, наверное, я бы выбрал его. Если вы успеете 12T Pro купить за 30, разумеется, его. Тут я согласна на деньги. Опоссум, я буду тоже рад, если ты победишь, но мы не об этом сегодня. О чем еще я хочу сказать? То есть вы установили программу, вы разобрались, что есть купоны, промокоды и все остальное. Следующее, что важно, это вы откладываете Али, откладываете YouTube и все остальное, садитесь сами напротив себя в зеркало и спрашиваете у себя, что я хочу и по-настоящему ли я хочу этого. Не стоит приобретать девайсы, которые вам не нужны. Вот Иванчик спрашивает очень, очень правильный вопрос. Почему? Oppo Find X5 Pro или Vivo X80 Pro? Однозначно Vivo X80 Pro, но если у вас уже такие вопросы по поводу смартфонов, которые стоят 50 тысяч плюс, а Vivo X80 Pro стоит 50 тысяч плюс, а Oppo Find X5 Pro стоит 40 900 за версию с Dimensity, минимальную комплектацию, вряд ли будет дешевле. И, к слову, да, все это я помню, вот вам ручки, никаких голосовых сообщений. Я весь год для вас и себя тестировал просто бешеное количество смартфонов. Как многие говорят, ты не ощутил. Ну, друзья, когда вы видите какой-нибудь канал и вам пишут каждый день ходил со смартфоном, я просто не расписываю, что я ходил, потому что вот, допустим, на днях у вас будет обзор на Redmi 11 SE. К слову, я с него и стримлю, то есть он раздает интернет через мобильную симку. Вы понимаете, да, если вам пишут в 150 раз за год проходил 2 недели это значит, что то же самое, как и я, проходил человек так же, как и я, просто я не расписываю это дело. А к чему это все? К тому, что делать обзоры на плюс-минус одинаковую технику, допустим, Redmi, они плюс-минус одинаковые. Xiaomi то же самое. Очень большие отличия у Realme часто бывают, особенно по камерам. Очень часто большие отличия бывают у яблок. Смешно, вроде бы камеры одни и те же, но это так. А по большому счету прогнать один смартфон, имея опыт какой-то,
Сложности нет. Есть сложность с китайскими версиями смартов. Допустим, вот K50 Ultra у меня недавно был. Это супер игровой там смартфон, который я покупал за 58, он сейчас 49. И еще раз повторяюсь, я покупаю девайс, тестирую его, и потом продаю либо дарю. Вот. И у меня все время один и тот же путь. Он длинный, противный, он накладывает свой отпечаток, но я вам зато могу сейчас говорить, какие цены, на что я рекомендую. Потому что я также искал, как и вы, подешевле, чтобы потом хотя бы продать. Потому что в отличие от вас, если вы берете перекупом какой-то смарт, покупаете, он у вас в упаковке, а мне приходится еще и в распакованный после тестов продавать. Плюс все почему-то думают, что если ты блогер, то ты должен отдавать это дело бесплатно. Поэтому всех, кто на Авито меня узнает, я баню. Но это лирика, не лирика. Это то, что любая железка, которую вы планируете приобрести, должна иметь в вашей жизни смысл. Вы должны ее хотеть. Вот я, допустим, очки себе солнечные, в которых снимался, я их потерял, и сейчас, ну, не потерял, но, в общем, там длинная история. Проще говоря, у меня их сейчас нет на руках, я выбираю, хожу еще одни себе. И меня жаба, разумеется, душит. А жаба душит, я еще буду выбирать 2 дня, пока не улечу отсюда. И только потом куплю, и то не факт. Сегодня розыгрыш только один, только iPhone 14. Но мы еще разыгрываем, помимо этого, 5 Mi Band 6 серии ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. И я еще подобью после того, как долечу до Бангкока, какие я еще должен смарты разыграть. Хальстейн, когда домой? Да, дом везде у меня, где у меня есть интернет. Приветствую, архитектор, приветствую. Саня, подари iPhone, устал думать, что купить. Может быть, и не надо ничего покупать, вы с чего-то же пишете, это не сарказм. Так вот, вы решили, что вы хотите купить. Дальше вы должны решить для себя, насколько вы опытный юзер. И опытный юзер это в плане чего? Если вы решаете покупать дорогой смартфон на Али, да, это все дешево, вы заходите, допустим, на мой телеграм-канал скидок по ссылке в описании, радуйтесь и такие, вот, я сейчас куплю. Здесь стоп. Почему? Потому что первое, вы должны быть морально готовы ждать минимум 3 недели. Про таможню молчу, потому что это я влетел на таможню на Asus 9 и на 3T. За Asus 9 я платил 5600, потому что там было 2 недели, пока вводилось в действие указ по поводу отсутствия таможни. То есть, проще говоря, мне этот бедный Asus 9 вышел в полтинник. 50 тысяч рублей, извините за мой французский. А Redmi Note 3T, который вы сегодня можете также, если посмотрите в телеграм-канале скидок, купить за 20 600, а какой 20? 19 400, по-моему. Он мне вообще аж обошелся в 33. Так вот, к чему это все? К тому, что вам надо будет ждать все равно около 3 недель-4 недель, в зависимости от того, где вы живете. Если в Москве, может быть и 2. Если товар со склада в России, может быть неделю. То есть сейчас нет никаких проблем. Почему? Потому что AliExpress, вот сейчас я плавно подхожу к тому, что я должен донести до всех остальных, кто не в курсе Алишки. Так вот, AliExpress свою распродажу проиграл. Почему? Потому что те, кто в теме, те, кто, допустим, торгуют на Алишке даже на территории России, они видят, что в течение года AliExpress планомерно терял своих покупателей, делал все, потому что часть AliExpress это Mail.ru Group, это еще и помимо этого, что у нас еще счастливое есть, фонд прямых инвестиций. В общем, проще говоря, те, кто владеют Ямой, ВБ, Озоном и всем остальным, они частично вошли в группу Али, и они сейчас его топят. И весь год они его топят, используя все способы и средства. Одни из этих способов и средств, допустим, для вас, вот я на Яму, на Яндекс.Маркет скидывал промокод на скидку на 10% в телеграм-канал скидок. На все, кроме электроники. Барабанная дробь. Есть ли какие-то промокоды, которые на Али работают? Конечно, мне даже дали их персональные. И также в телеграм-канале скидок вы можете на них посмотреть и улыбнуться, потому что я там большими буквами, черным выделенным шрифтом написал, что они не работают на территории СНГ. Вы понимаете? То есть промокоды есть, но на территории СНГ они не работают. Если вы живете в Польше, в, не знаю, Бразилии или еще где-то, они работать будут. А на территории СНГ они работать не будут. Для чего это правильно? Чтобы вы посмотрели своим лицом в другую сторону. Хотя, опять же, где вы купите 12T Pro от Xiaomi за 30 800, я не знаю. В общем, целенаправленно идет уничтожение Алишки, пока полное не получилось, но распродажи, разумеется, провальные. Им приходится что-то делать. Что же они делают? Промокоды им нельзя сделать. Так вот, они
играют курсом. Опять же играют. Я сегодня постил курс, он 65. Курс доллара сейчас. Что они еще могут сделать? Чтобы вы понимали, опять же, это будет... там есть 2000 скидка от 2000 рублей, там покупай выгодно, еще что-то. Но согласитесь, что это... ну, как минимум бред. Почему бред? Потому что это не те промокоды и купоны, к которым мы привыкли и которые хочется покупать. Курс доллара сейчас на бирже 60.48. В обменнике реальный курс на доллара 65.70 сегодня в Петербурге. Почему? Потому что я сегодня менял рубли на доллары в Турции, и у меня выгоднее получилось поменять в Турции с двойной конвертацией, повторяюсь, рубли на доллары, чем если бы я это делал в России. Так вот, к чему это все? К тому, что вопреки всему, несмотря ни на что, им есть куда опускать курс. Они могут сделать его 61 или 62, если они захотят поднять продажи на Али. И вот как раз в этот момент нужно срываться и покупать всякие ноутбуки, опять же, у проверенных продавцов. По поводу Realme 10 я могу сказать только одно. Стаик, Realme сделала все для того, чтобы я не получил этот смартфон. Мне предлагало его несколько продавцов, притом бесплатно, они мне посылали его в Россию, но Realme, они присылают его через официальный офис Realme. Realme дал мне трек-номер только после того, как смартфон уже ушел обратно к ним. После того, как они отправили его сюда, опять же, тоже со мной связывались, это, наверное, единственный раз, когда они были так заряжены. Они специально отправили их DHL, и не отдали документы, он висит на таможне, разумеется, вернется обратно. То есть про Realme 10 я могу сказать одно. Производитель сделал все для того, чтобы Realme 10 на руки я лично не получил. Для меня вывод очевиден, для вас он может быть каким-то другим. Сколько альтернатив за эти деньги? Миллиард. Я только что вам сказал, Redmi 11E Pro. Это китайская версия, на ней никто не зарабатывает. Не те, кто постит эти ссылки, не те, кто продают, потому что себестоимость его даже в Китае выше. Но они увеличивают продажи, во-первых, количество единиц от Realme, во-вторых, объемы продаж на самом Али, им надо что-то продавать. И вот это один из самых выгодных смартов до 12. До 15, еще раз повторяюсь, это Realme Q5 Pro, однозначно даже думать нечего. До 20 ничего не поменялось, это Realme 3T. Вы ощущаете? Realme делает все для того, чтобы я не получил их смартфон, но я за них топлю. Почему? Ну подождите, там же Redmi 11E Pro до 12. Но до 10 зато Realme Q5. Магия. Так вот, ну и да, опять же, топовые смартфоны, это Xiaomi 12 Pro, если за 30 800 вы каким-то магическим образом у вас получится, как у меня, через промокод, это я сарказм, если что, включаю, потому что вбить промик, там мозгов особо не надо, хотя мне несколько человек писало потом еще и в личку: «Саня, а как ты такую цену получил?» То есть они не понимают, что нужно ввести промокод. Вернемся к нашим баранам. Вы решили купить на Али. Вы купили на Али, вам идет посылка. Вы смотрите, она пришла на почту. Следующее сложное, что? Вы должны с телефоном прийти на почту и показать, что вы получили. 10 секунд ролик хватит. Потом попросили кого-то, либо сами вскрываете эту посылку, тоже на видео нон-стопом, чтобы видно было трек и что она запакована. Вскрыли и дальше уже тестируйте смарт. Если что-то вам не нравится или что-то не так, упаковка помята, смарт не укомплектован достаточно, нет Google сервисов, а вам обещали. Не знаю, китайская версия или перепрошитая китайская должна была быть глобалка. Он оказался вскрыт, не тот цвет, не тот вкус, не тот запах. Вы открываете спор и выносите мозг продавцу. Все, у вас уже смарт на руках, дальше играетесь. В противных случаях, если вы морально не готовы это делать, вы не на опыте, вот допустим, я на опыте, я не вскрывал, некоторые упаковки не записываю вскрытие. Вот, потому что я знаю, какие продавцы, потому что я вижу на почте, допустим, что запакован нормально, ничего не вскрывалось ни таможней, никем. Если вы такие манипуляции делать не готовы, я повторяюсь, вам не стоит ничего подобного мутить. Не покупайте вы на Алишке, либо покупайте на Тмоле. Но опять же, я вчера сказал, бегите, покупайте на Тмол. Но сегодня на Тмоле нет супержирных предложений. Я вообще про Тмол забыл. Мне кажется, что они сделали тоже, опять же, все, чтобы ничего у них не продавалось. Чтобы вы понимали, Али в прошлом году имел 96% продаж по электронике в России. Сколько сейчас?
Ну, вы поняли, да? Но, что лучше взять за 16-17 тысяч рублей Realme Q5 Pro. Завтра до 15 тысяч рублей будет топ, возможно, вы что-то для себя другое найдете. Не забываем прожать лайк, набираем 3000 лайков, разыгрываем iPhone 14 уже потихонечку набираем. И не забываем, что сейчас мы пойдем по Телеграмму. Пойдем по Телеграмму, потому что я сегодня хочу осветить, что было веселого. Если, получается, это веселое вам зайдет, то круто. Если не зайдет, то нет. Открыли Телеграм, плюсик поставили, кому не сложно открыть Телеграм-канал скидок. Там, по-моему, не обязательно на него подписываться, либо потом можете отписаться. Для того, чтобы я объяснил свою логику в том, что я находил, какие цены, почему. И Realme GT 2 Pro за 26. Разумеется, Realme GT 2 Pro. По поводу того, что лучше за 70, за 60, за 50. Есть топ флагманов еще раз, описание. Открывайте описание к ролику. Специально под распродажу. И сейчас, и в конце ноября я сделал свежий топ-10 умных часов, свежий топ-10 флагманов, топ-10 смартов до 25 тысяч, топ-10 смартов до 10 тысяч, до 20, до 25 я, кстати, не добавил. И беспроводных наушников до 50 и от $100. И плюс еще топ смартфонов для игр. Только что выгрузил. Все, огромное спасибо всем, кто открыли телегу. Я сейчас с вами буду ее смотреть и потихонечку декламировать вам, что я имею в виду. Что имел, то и... Не забываем подписываться на телеграм-канал скидок и взаимопомощи. Всем огромное спасибо, при том, что это еще и условия для того, чтобы выиграть. Жирное предложение. Это Samsung S22. Долго не хотел его постить, но продавец адекватный. И Samsung S22 за 36 тысяч рублей – это мечта. Если он реально пошлет Samsung S22. Вы, кстати, пишите, если не сложно, S22 за 36 норм или нет. Чтобы понимать, мы на одной волне или не совсем. Samsung S22 за 36 тысяч рублей вы сможете за 46, мне кажется, без проблем особых продать в РФ. Ну, как минимум, да, за 40. Видео про топы огонь, спасибо, полезно. Пожалуйста, надеюсь, что вот максимум я из себя, что смог завтра, если еще топ до 15 тысяч выгружу, то все, то останется только до 25 ноября сделать топ пылесосов. Сделать, разумеется, для вас выгрузить обзор Asus Phone 9, Asus 9, Zenfone, Xiaomi 12 Pro. Я уверен, что там тоже будет все бодро. Что все плюсики ставят? Xenia Only — это те, кто в телеграм-канал скидок перешел и понимают, о чем я говорю. Потому что сейчас я говорю о том, что Samsung S22, Galaxy S22 — это первый из топа. Я же написал топ лучших гаджетов. А то мне в прошлый раз написали, что Саня, что это такое, почему топ 100? А ты все не проговорил. Я могу вам вот эти топы, которые я перечислил, их 10. Там по 10 товаров. Вот вам топ 100. А дальше уже идут допы. 101, хорошо? Промокоды на Россию не работают. Работают промокоды, еще раз, СНГ входит в Россию. Россия входит в союз нерушимых государств. Если вам до 9 лет, то вы, возможно, не знаете. Если вы старше 9 лет, вы должны знать. Так, промокоды я запостил исключительно, чтобы вы поняли, на каком уровне развития мы для тех, кто сейчас владеет Алиэкспрессом в России. То есть нам не надо промики, мы чернь для них. Вы ощущаете, да, я человек, который топлю за Али, но я пытаюсь на них надавить. Я говорю, вот, допустим, те же промокоды, что я сегодня не для СНГ постил, это потому что я их долбил, и я рассказывал, что люди не дураки, они сегодня с вами, а завтра будут... И продавец сказал, что на Али нет новых Самсунгов. Тини, разумеется, если продавец не продает Самсунги, то он скажет, что на Али нет Самсунгов. Вот. Опять же, если вам придут не вскрытый Samsung, вы еще и вернете деньги. Повторяюсь, есть комментарии. Ну, для всего, окей, давайте на этом товаре. Открыли Samsung. Дальше мы открываем покупать здесь, перейти. Можете не так, можете любой товар вообще открыть, какой хотите на Алиэкспрессе. Я открываю его в браузере. Что я вижу? На заборе вижу 2 заказа всего. Думаю, да что за бред? Там 37 тысяч рублей, вижу помимо этого купоны. То есть белый, он еще дешевле выйдет, 36 тысяч рублей. Еще 120, сколько там, скидка? Промокод купон личный. То есть под ценой я вижу купон. Я не буду останавливаться в следующий раз на этом деле. Все, что я вижу на самом товаре, то есть это купоны, промокоды 11S, Ахмед, Get 18, вы должны четко понимать, что это на Россию не работает. Это все промики работают не на них. Я нажимаю на сам магазин, потому что продажи мало, и я думаю, он обманщик.
И я вижу Galaxy Mall Store, не шутя, 3 года работы, 87 тысяч подписчиков. Это много. То есть, если вы видите у магазина больше, наверное, 1003 подписчиков, это уже хорошо. Это вам не на YouTube набивать подписчиков, там есть каналы и без роликов на 100 тысяч подписчиков, а здесь это по-другому работает. То есть я этому магазину могу доверять. Пошлет ли он товар, насколько он будет там бэушный, не бэушный, это уже потом надо танцевать. Но я не думаю, что он свой магазин на 87 тысяч с 3 годами работы будет топить из-за S22. Скорее всего, как это будет, он продаст еще 3-5 смартфонов и повысит ценник, потому что он увидит трафик. Вот так, скорее всего, будет в реальности. И да, это один из лайфхаков. То есть они могут поднять цену. После того, как они поднять могут цену, там еще жестче лайфхаки есть. Они могут добавить БУ. То есть вы сейчас, допустим, когда покупаете, у вас остается скрин этого заказа, и он, ну, когда я постю, это не бэушный Samsung. А я с Samsung'ами часто видел состояние. Вот, тут комплект стандарт, он новый. Не like new, а новый. Новый, состояние товара, вот дальше в характеристиках. А вы можете потом в этих характеристиках благополучно увидеть like new. Вот, и like new, как вы понимаете, это будет не новый товар. Следующий момент, то есть мы это поняли, Samsung S22 за 36 для перепродажи отличная вещь. После этого Xiaomi Redmi Note 11E Pro. В чем его плюс? Разумеется, это суперский процессор 695 за 11800 вы не купите ничего подобного. Вот. Смотрите обзор. Я за 11800 ручаюсь, что это смартфон великолепный. Но не глобалка. На глобальной прошивке он. То есть это перешитый китаец. Потом мы видим топ игровых смартов. Это неинтересная штука. Я там добавляю, где на Али купить, где на Яме. На Яме не всегда из группы товаров. И после этого, как мне потом сотни человек писали хейтерские комменты, Realme GT Neo 3T. Саня, где ты его купишь до 20 тысяч? Это уже 4-й пост до 20 тысяч рублей. Он даже до того, как Али сделал более-менее адекватный курс рубля, стоил, получается, 19 800, 19 900, потому что они купоны какие-то подгружали. И в целом 19 339 рублей за Realme GT Neo 3T. Это лучший смарт до 20 тысяч. Реально лучше я вам не смогу посоветовать. По мне он идеален. 870, да, старый процессор. Я не буду вам кричать, что он супер топовый. Почему? Потому что ему уже, я даже загуглю сейчас с вами, 870 ему больше года. Он даже больше 2 лет, по-моему. Дата выхода. Но сам смартфон, ввиду того, что он свеженький, в 2021 году он был выпущен в январе. То есть почти ему 2 года. Это вообще не новый смарт. Когда вам говорят, там это самый стабильный средняк. Просто почти 2 года. То есть они его догружают. Он выгодный, да, он хороший. Да, у вас будет поддержка еще минимум, ну не знаю, 2,5 года у этого смартфона. И он лучше, чем тройка, в первую очередь тем, что у него поддержка будет дольше. Вот. А остальное можете долго и упорно убеждать меня, себя, еще кого-то, чем этот смартфон лучше, чем остальные. В конце концов, если вы приобретете его за 19 300, вы его совершенно свободно сможете как минимум за 22 продать в России. И вот вам будет радость плюс, там, не знаю, 3000 рублей. Потому что я его купил за 24 600. И то я его купил за 24 600 когда? Ну он мне вместе с налогом вышел 24 600. Дальше мы переходим к вещи, которую я не рекомендую, прям рекомендую, но я не могу его не рекомендовать глобально. Кстати, вот этим вот извращаются люди, у которых нет денег на машину, но они хотят какие-то мелкие штуки себе покупать. Чашечка за штуку под Турцию. Надеюсь, при перевозке я ее не разобью. Так вот, к чему это все? Lenovo Legion Tab Y700. Почему это дело висит у меня за 20 800? Это жир, блеск, цвет, красота. Лучший планшет на планете для игр за 20 тысяч. Это просто... Серьезно? Я его, по-моему, продал даже после обзора за 30 600 или 30 800. Но не об этом рассказ. Рассказ про то, что это дно, это третий эшелон. Я ненавижу Lenovo, как и Motorola, но нужно отдать им должное, аналогов тупо нет. То есть просто, если вы хотите себе игровой планшет маленький,
А нету аналога. Нету. Вот просто нету. Вы можете написать мне, а как же Samsung? И мы такие, а ценник не? Вас не смущает, что это ценник в 2-3 раза выше? Или вы можете, так можно Mi Pad, вот у меня Mi Pad где-то здесь лежит, на 8 дюймов, а ценник Android. В общем, проще говоря, за 20 800 Lenovo Y700 Tab, это просто жир. Я сейчас перепроверю, мне там народ... Ну, я вижу ценник 8128, 2700, 12256, 25. Но, опять же, там есть купоны. Купон на 1288 рублей. То есть, проще говоря, вы можете сейчас благополучным образом приобрести игровой планшет, который вы свободно сможете потом перепродать за... Ну, я не знаю, мне кажется, вот ваши ставки за сколько можно потом Lenovo Y-Tab за 700 продать в минималке. По мне 26 минимум. То есть минимум 5000. Извините, это как бы лекция не для перепродажи, а просто я понимаю, что люди, когда покупают, это одно дело. Потом, пока он придет, человек может передумать. И я всегда танцую от того, что, ну, друзья, реально, а почему бы не подумать на всякий случай, что если вам придет эта вещь, вы не захотите ее оставлять себе. К слову, ни в коем случае тогда не распаковывайте сам девайс, потому что вы значительно дороже сможете его продать уже физически. И опять же, открывайте его, если захочет покупатель купить, только уже после того, как он вам передаст. Дайте ссылку на Lenovo. Да вы издеваетесь? В телеграм-канале верхняя ссылка в описании, друзья. Давайте я теперь буду как копипастер. Вот, Lenovo. Вот. Копипастер для того, чтобы все открыли ссылку. Кому сложно, кликнуть один раз в телеграм-канал скидок по ссылке, к слову. Верхняя ссылка в описании. Телеграм-канал скидок. Анти. Ну серьезно. 11E Pro лучше, чем Q5? Нет. Да. Почему нет? Да. Но опять же сравните, ну, друзья, в спеке посмотрите для себя. Q5 можно реально, ну, сколько он сейчас? До 10 купить. Этот за 11 800. Mi Band 7 стоит купить? Не знаю. Короче, разумеется, да. Топ-10 фитнес-браслетов посмотрите на канале, а я его даже не включил. Надо подкорректировать в описании, потому что я столько топов уже наделал перед сейлом. Q20, если аккумулятор умер, то стоит, разумеется, менять. Я сразу поменял на Q45 и забыл на 3 года про все. Mi Pad 11 брать, если плевать на Google сервисы, да. Дальше мы переходим к ужасному и противному Xiaomi 12T Pro. Это камень преткновения. Да, я смотрю, что продавец поднял на него ценник, потому что его у него скупили. Ну-ка, 83 заказа. Я, к слову, среди них. Здесь у нас есть промокод. Я сейчас его попробую применить. Да, в корзине 30 800. Я не могу сюда... подождите, я могу принтскрин сюда скинуть в чат? Нет, я не могу принтскрин в чат скинуть. 30 800 рублей это лучшая для перекупа мечта вообще. Плюсик нажмите, кто увидел 12T Pro и нажал, использовал промокод. Неприметный дракон, привет, всем огромное спасибо. Не забываем подписываться на Donation на Boosty, на котором я буду вещать. Да, все плохо. Все максимально плохо. Я рассказывал уже, что я потерял, ну не потерял, у меня конфисковали 10 смартфонов в Турции. Это iPhone 14, iPhone 13 mini, iPhone 12 mini Vivo X, Poco M5 обычный, ZTE Ultra, ZTE Pro, ну последние вот эти, потом Motorola и еще 2 смартфона, я не помню, но в общем суммарно я влетел под 800 тысяч вместе со штрафом. Это не нытье, это я объяснил, почему 8 человек на бусте, для меня это уже жир, и если вы подпишетесь, шик, там уже 111 человек, там бесплатная подписка есть, то я буду только рад, я там планирую хоть что-то там продавать через аукцион. Пока на право выкупа никто не подписался, но я туда что-нибудь жирное придумаю, веселое. Если слово «жир» бесит, напишите мне в чате, потому что я пытаюсь от него избавиться, но когда я вижу эти ценники на 12 Pro за 30 800, я не могу сказать по-другому. У кого получилось? Максим, Quiet, у тебя получилось 30 800? Дима, в плане помогать заказывать, 2 раза за вас кликнуть, ну давайте я добавлю, окей, опцию, там есть у меня опция 5 штук, можете хоть 10 человек добавиться, я вам закажу все, что угодно, опять же, какие проблемы-то?
Но я говорю, ну, это очень странно. Опять же, на территорию России. Pixel 6a, мы перейдем к нему. Так вот, все, я отбил вот эту вот штуку, что все увидели, что 30812 Pro, я буду это все равно вспоминать чертову тучу времени, потому что когда-то я вспоминал 34 и вот так вот громко хлопал в ладоши, как обезьянка, игрушка. Вот теперь я громко хлопаю 30812 Pro, перекупы, вперед, вот. Притом, как бы и в итоге их мало кто взял. Очень странно. Ну ладно. Мы переходим к следующему посту. Это унизительный пост для меня с вами, но это, чтобы вы понимали, как к нам относятся владельцы русские Алиэкспресса русского. Пост для промокодов не СНГ. То есть мне дали свой промокодики, видите, я блогер, я топлю за Али, и вот теперь можете пользоваться. Но не в России. Русский блогер, русская аудитория, промокоды не для России, чтобы вы поняли, как заботятся русские владельцы Алиэкспресса о гражданах нашей страны. Вот так они заботятся. Ни одного промокода под нас. Welcome. Очередной плевок в душу для меня, как для покупателя. Грустно посмотрели на это дело, прикинули, сколько мы могли сэкономить, перешли дальше. OnePlus Ace Pro, либо это OnePlus 10T. Вот. В чем смысл этого поста? В том, что, в принципе, получается, он уже, кстати, 29 500, и сейчас я посмотрю, появились ли там купоны. Нет, не появились. 29 тысяч рублей для ванпласовцев. К слову, кстати, давайте я здесь приостановлюсь. Почему я топлю за OnePlus 10T? Я недавеча, сегодня с оператором Игорем общался по поводу того, какой ему смарт оставить. Так вот, мы с Игорем решили, что у него 9 Pro, Smart OnePlus 9 Pro и iPhone 13 Pro. У меня 13 Pro Max. И я ему оставляю 10T для подсъема. То есть это классный смартфон для подсъема, для того, чтобы на него снимать. И учитывая наш опыт с OnePlus'ами, напоминаю, что несмотря на то, что у меня стоит вот эта вот бандурина, сейчас 5 секунд, и часть подсъемов, разумеется, я делаю вот на эту вот камеру, за которую мне рано или поздно пробьют голову, либо в Бангкоке, либо, напоминаю, что я в Турции в 2 часа ночи гулял с ней. Это был плохой опыт, как меня просят, заменяя, Саня, фразу user experience. Так вот, это был плохой опыт. Никому не советую в 2 часа ночи в Анталии шарахаться со стабилизатором и камерой у баров за 500 000 суммарно. Вот. К чему это? К тому, что OnePlus 10T, либо Ace Pro, это тот смартфон, который я себе оставляю. Ну, для работы получается. И для кого эта характеристика, кто меня знает, что я делаю обзоры 5 лет и снимаю это дело все равно в основном на смарты, то есть 13 Pro Max, вот этот сегодня, допустим, снимал. FX3 дома, на улице неудобно маленькие объекты снимать такой камерой. Сам себе накаркаешь. Роман, я себе уже накаркал, знаешь чего? Я просто часть этой истории великолепной, которая у меня в жизни происходит, рассказываю. Не из разряда нытья, а чтобы вы улыбнулись, и особенно улыбнулись хейтеры, потому что их хватает. Как Саня встрял на 700 штук. Ну, встрял. На то YouTube и YouTube. Хочешь жить? Живи. Я расстраиваюсь каждый раз, потому что на стриме вспоминаю, что Vivo X, вот Vivo X мне жалко, я, может быть, его еще раз куплю. Я тоже в Анталии, Седов, а чего забавного? Хороший город, но уже сейчас будет прохладно, пора лететь в теплые края. Дальше Neo 3T, хлам, кусок дешевой пластмассы. Роман Босс, бесконечно рад узнать ваш опыт. Напишите... нет, я вас заблокирован. Ладно, когда вы пишете, друзья, что вам какой-то смартфон не нравится, напишите: за 19 тысяч рублей я бы лучше купил этот. Потому что я эпичен, и я готов хейтить смартфоны за 19 тысяч, потому что у меня есть 100 тысяч, 80, чтобы носить айфоны без чехла. Вот, кстати, это iPhone 13 Pro Max, и выглядит он как шлак. Я его сознательно ношу в этом чехле, потому что он меня спасает. А к чему это все? К тому, что не стоит выделываться на смарты, которые вы все равно будете носить в чехле, потому что у вас всего 19 тысяч рублей на смартфон. Ну, перед кем вы выделываетесь? Кусок пластмассы. И какие смарты вы носили без чехла, человек, который за 19 покупает? Очень не люблю вот эти гнилые понты, друзья, простите за мой французский, но я не считаю целесообразным хейтить девайсы
в районе 20 тысяч рублей за материалы. Серьезно? Купите Oppo Find X5 Pro, радуйтесь, пока вы не разобьете эту керамику. Купите Vivo X80 Pro за 50 с копейками. Купите iPhone, в конце концов, и носите без чехла. А не пишите в чат, какой вы эпичный, что купили смарт с 19, и вам пластик не нравится. Хо-хо! Вы прям император, слышите? Так вот, переходим мы на приятный момент. Я понимаю, что я сегодня отвратен, болею, всегда болею, и шутки у меня тупые. Но OnePlus 10T 5G это тот смартфон, который я себе оставляю. Потом я его, скорее всего, поменяю на 12 Pro, но не факт. Потому что, допустим, тот же 9 Pro был не просто так, он реально был стабилен. Следующий это, я так и подписал, врагам и фанатам третьего эшелона, ну это мое мнение, но ценник ZTE Axon Ultra, если кто-то помнит, с чего они начинали, помните? С какого ценника? А я помню, 60+. Я-то помню, потому что я планировал купить и купил. И у меня забрали его. Карма, чтобы я не рассказал о ZTE. Наверное, это все происки третьего эшелона. Там, кстати, были-то ZTE-шки, Моторолы. 47 800 он выходит. 47 877 за 8 128. Напишите, пожалуйста, плюсик кто-нибудь, кто покупает сознательно в своем уме, без нажима от кого-то, флагман от ZTE, когда у вас есть Xiaomi 12 Pro за 3080, за 3800. Или где есть за 50 тысяч, не знаю, Vivo X80 Pro, который просто бах, такой прям ух. Так, давайте я все-таки отвечу людям на донейшн. Огромное спасибо всем, кто закинул. Там они появились, к слову, по-моему, по графику. Я определяю пока только по графику. Дальше. Вячеслав. Саша, привет жене. Хочу купить камерафон. Айфон, она категорически против. Больше нужен для работы. Снимает гостиницы, пляжи, все, что связано с рекламщиком. Цена до 55 тысяч. Вообще, смотрите. Лучшая камера, по мне, Vivo X80 Pro. Но прикол в том, что на глобалке он дорогой, а так вы уложитесь в 55 тысяч. Если брать эконом, ей зайдет Xiaomi 12 Pro. Однозначно, 30 800. Вот я вам сэкономил очень много денег. И завтра, послезавтра он точно будет дороже. И это а-ля почти прям супер-мега флагман, но вам не нужно ничего больше, и супруга будет рада. Потому что у меня недавно приобрели 12S Ultra, и приобретала девушка, я очень был удивлен, китайскую версию смарта, они сами перешивали с мужем. Вам не нужна ультра. Мое мнение. То есть 12 Pro хватит за глаза и за уши. И второй донат 5 секунд. Самый крупный донат. Очуметь. Так. Саня, привет. Это SX3 Gaming. Первый какой-то мере уникальная железка. Sharp Aquos R7. Флагман с мини-джеком и microSD яркостью 2К. Яркость 2К 2000 нит. Если цена в Китае будет адекватной, возможен ли обзор, я буду думать, согласно моих финансов, потому что я пока планировать такие дорогие покупки смартфона, которые не факт, что я смогу продать, я не могу. Интересен ли он мне? Уже да. Да, эти очки помогают, вот на меня лампа светит, я думаю, она отсвечивает нормально. Это Xiaomi-шные. Есть еще коричневые, но я их капитально поцарапал, к сожалению, во время поездки. Не забываем прожать лайк. 3000 лайков набираем, разыгрываем iPhone 14. Не набираем, я заканчиваю свою тираду, но это будет не скоро, поэтому лучше набрать. Разыгрываю iPhone 14. Вот. Все равно. Я как попугай, отличающийся умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Закончили мы с ZTE Axon. Кто-нибудь написал, кстати, что купил его? Только не завтра. Только не завтра. Мне кажется, завтра что-то написала. Неужели она купила Axon? Я бы лучше кучу Xiaomi купила. Да где этот? Нашел Vivo X80 Pro за 45-40. В личку Валерий, но, скорее всего, вы нашли. Может, он на деменции вышел? Либо это Vivo X80. Не верю. Но возможно. Ну-ка. Не верю. Потому что даже китайская версия, ну, он на деменции, скорее всего. Я прям
В воду не гляди. Проще говоря, на Dimensity 9000 великолепных смартфонов, вот мы сейчас и перейдем к одному из таких, мы переходим благополучным образом к Oppo Find X5 Pro. Вот он на Dimensity 40900. Не на Dimensity, он как раз стоит космос. Oppo Find X5 Pro по мне самый классный внешний смарт, самый интересный, самый топовый, самый мега-мега-мега, но мне с автофокусом его беда не понравилась. Хотя, опять же, там вопрос был в фокусном расстоянии, наверное, надо было мне отойти. Но как снял он, так и снял, так я и вставил. К чему это все? К тому, что Oppo Find X5 Pro за 40900 на Dimensity 12256 это хороший вариант развития событий, но напоминаю, что это китайская версия смарта. Не знаю, я бы не стал. Я бы между Oppo Find X5 Pro и Vivo X80 Pro однозначно бы вышел на Vivo X80 Pro. Teufly, еще раз повторяюсь, Devil, вы попытаетесь использовать купон. Промокодик есть в телеге специальный. Я только что проверил, вот специально даже на стриме. Все у меня прошло. Друзья, включаем мозг, без сарказма. Мозг — это орган, который надо тренировать. Он у меня не очень хорошо натренирован, поэтому я читаю много телеграм-каналов взаимопомощи и скидок, консультируюсь у людей, у которых есть мозг. Так вот, я консультирую вас, как меня люди проконсультировали, у которых есть мозг. Берете промокод, закидываете в корзину и нажимаете на промик. Без промика он 34 выходит. Опа, берегу себе органы все. Огромное спасибо. Мне кажется, у меня в донейшене слишком высокий написан. Всем привет, Саня, Тимур Ишаков. Как думаешь, стоит ли ждать OnePlus выпустит следующий флагман или взять 12 Pro или может Realme GT 2 Pro, благо разница не такая уж большая. Береги себя. Огромное спасибо, однозначно 12 Pro. Даже не думая, за 3800 брать его. Хотя сейчас я перехожу к OnePlus 10 Pro, и вроде бы я такой его фанат. Но это не такой свежий смарт. Ему уже годик. А 12 Pro свежачок. И да, вы можете увидеть 8128 черненький 34 тысячи. Нажимаете на купить. У меня 34 700 показывает. Что-то никакие промокоды и купоны больше не прилепляются. Но вот так. Пока так. Возможно, будет как-то что-то по-другому. Давайте чата чуть-чуть. Стоит ли брать GT 2 Pro? Решать всегда только вам. Ребята, сколько только смог подключиться. Розыгрыш уже был. Ребята ставят лайки. Нам надо 3000, чтобы розыгрыш начался. Либо придется вам со мной общаться, пока я не закончу свою мысль. Она у меня, как вы знаете, долгая. Нужен робот-пылесос до 30 тысяч с функцией влажной уборки и возможностью подключения. Топ-3. Топ-пылесосов до 25 ноября я выгружу. Я уверен, что до 25 ноября они еще будут скидывать ценники. И вполне возможно, 25 ноября все это мы будем покупать еще дешевле. Потому что это я уже покупал, и у меня нет смысла покупать, кроме 12 Pro для перепродажи. Видите, какой я подлый? Я уже опустился до того, что говорю подписчикам, что, друзья, да, все так плохо, что я буду перепродавать смарты. Шучу. Ну, не по поводу плохо, а по поводу того, что все равно перепродавать-то буду. 12 Pro я перепродам, если он дойдет. Мне прям интересно, за 3800 пошлют мне его или нет. И да, мне не лень это повторять. К чему это все? К тому, что OnePlus 10 Pro был очень долгое время топом. За 33 тысячи это цвет, блеск, красота. Если вы фанат OnePlus, флаг вам. Он уже прошит на Global, по идее, по ссылке. Сейчас я еще раз перепрошу. В принципе, я уже открывал. Чего там? Он написан, что перепрошит. Как получить чек с Алиэкспресса? Вы поставили меня в тупик. А что там сложного? Вы открываете просто вот то, что купили, бах. Нажимаете на товар, к заказам. Ну вот заказ. Нажимаете на заказ. История перемещений, подтверждение, почта. Так у вас они есть, знаете где? Они у вас есть допустим, если вы банком каким-то пользуетесь, вот я делал. Я же для таможни, которая у меня забрала 10 смартов, делал распечатки. И у вас сумма просто
Короче, вы оттуда можете сделать распечатку, что оплата была в сторону Алиэкспресса. Есть ли на Алике гарантия? Да, и об этом вам нужно всегда спрашивать у продавца заранее в чате. А Братозавр, кому нужна кружка маленькая? Это кружка для турецкого кофе из Старбакса. Это их линейка для Турции. И вот такая вот. Надеюсь, этот цвет еще не запретили хотя бы. Если что, у меня 2 детей и жена. Норм Ширик ни у какого аппарата ночью не снимает. Норм Ширик снимает у GoPro. Ультра Ширик вы имеете в виду, потому что камера сама по себе у смартфона Ширик. Василич здесь, и вам привет. Не забываем прожать лайк, общаемся, решаем, что лучше купить. Все-таки сейл и iPhone 14 рано или поздно будет разыгран. Вопреки всему и несмотря ни на что. Переходим плавненько с 12... Кто 10 Pro купил на этом сейле за 33? Напишите, мне вот просто интересно, пока я поотвечаю, может быть, на донаты, либо на просто вопросы. Ничего ж себе, Вячеслав. Вот это да. Я чувствую, я сегодня компенсирую M5 смартфончик Poco. Дальше, привет, хорошего вечера. Как думаешь, что лучше взять для игр? ROG Phone 6, Red Magic 7 или Legion Y90? Сайтама, большое вам спасибо за донат, но я вам раскрою страшный секрет. Меня зовут Саня, это канал Польза.нет, ему 5 лет. Я весь год покупал смартфоны. Перед тем, как началась распродажа, я их все, разумеется, пообозревал и выбрал из них лучшее. И после того, как я выбрал из них лучшее, я сделал топы. Один из этих топов – это топ игровых смартфонов. Топ игровых смартфонов вы можете открыть на канале. Это последний сегодняшний обзор. Час назад он был. В первую очередь вы должны знать, что мало того, что он час назад у нас был, но на первом месте у меня, спойлерю, вне точнее топа, Realme Q5 Pro. А некоторые смартфоны, которые вы упоминаете, вообще не советую покупать. Но из тех, что вы перечислили, окей, это девяточка. А чего я над вами сарказмирую? ROG Phone 6, огромное спасибо за донат. Будем считать, что вы оплатили нежелание посмотреть топ. Дальше. Ну все. Пока ответил. Если кто-то напишет, пошлет донат, напишите. Я говорю, я не из тех, кому нужны вот здесь эти всякие штуки. Но, если честно, даже не из тех, я не разобрался. У меня они были, помните? Донат. Саня, OnePlus 9 RT брать или уже не стоит? Всегда решать только вам. А почему нет? Рискнул, заказал 12 Pro 8128 за 30 800, но не черный, теперь в ждунах. Ник Libra, по количеству смартфонов, которые они продали, мне кажется, они их пошлют, там 82 смарта. Какие проблемы? Они же, еще раз повторяюсь, все, вот мы с вами, допустим, кто покупает дорогие смартфоны, я и для обзоров, и сам ходить. Мы должны понимать, не десятки тысяч людей покупают эти дорогие смарты. Это могут разлететься смарты до 15 тысяч, до 20 тысяч. Но дороже 30-ки это не вынь да положь. Не каждый сможет. OnePlus 10 Pro брать, Халина, но я не знаю. Наверное, да, за эти деньги почему нет? То есть в моем понимании хороший вариант развития событий. Кто-то еще донат кинул 5 секунд. Так. Виталий, Саня, привет. Мучаюсь выбором смартфон среди 12X и Realme GT 2 Pro. Размер, конечно, лучше у Xiaomi, но главный вопрос — это камера. Одинаковые примерно или нет? Нет, не одинаковые. Xiaomi 12X по мне будет лучше. Бюджет до 30 тысяч, желательно 256 гигов. Добавьте 800 рублей и купите 12 Pro. Он не компакт, ну а что делать? И будет вам счастье по поводу всего. А из того, что вы спрашиваете, я бы 12X взял. Единственное, мониторите, завтра постараюсь на все вот эти вот компакты, на них пока скидок топовых. Завтра, 12 число еще, потерпите, компакты завтра я буду выгружать. Может сегодня, но скорее всего завтра. Сегодня я не видел на них топовых скидок. Саня, привет, спасибо за обзоры. Денис, огромное спасибо за донат. Huawei FreeBuds Studio недостаточно громкие для меня, особенно бас-гитары, чуть не хватает. Техника Huawei поможет ли с этим? Их фирменный кодек. Денис, барабанная дробь. Вы идете в любой магазин, где есть Huawei, и слушаете со своими фрибатсами студио, хватит ли вам звука. Но если вам не хватает басов, то вам надо менять наушники. Но это однозначно. Это очень странно. Они довольно громкие, басов у них предостаточно. Если у вас уже, в принципе, они есть,
Повторяюсь, лучше сделайте это так. Один раз напрягитесь, это... Как многие мне рассказывают, либо жалуются, я там не хотел вот это делать, но мне пришлось. Ну, друзья, надо напрягаться. Чтобы получить что-то и потом не напрягаться, нужно один раз напрячься. Это, к сожалению, жизнь. Никуда от этого не деться. Поэтому, возможно, вам это дело поможет, но я бы 100% проверил, потому что они, в принципе, не тихие ни с чем. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. Я сегодня консультирую вас по девайсам, которые стоит либо не стоит покупать сегодня на распродаже. Мое мнение субъективно, но основано на моем жизненном опыте. И жизненный опыт у меня, к сожалению, через боль. Боль – покупка, доставка, распаковка, тестировка и продажа. То есть 5 вещей я делаю минимум с каждым смартфоном, минимум, а чаще всего этих вещей, к сожалению, больше. Никакого подтекста здесь нет. Не пытайтесь шутить. У меня с юмором все плохо. Я один из немногих людей, которые это признаю, это хорошо. Сергей Петренко, Юнисок, это плохой процессор, не успел. Давайте я сейчас посмотрю, если донатов нет, то попытаюсь перейти к следующему. Буду обязательно еще отвечать на вопросы. Нет, пока донатов нет. Давайте я перейду к следующему посту. Мы открываем, еще раз напоминаю, телеграм-канал скидок. И вы видите там OnePlus 10 Pro, от которого мы идем дальше за 33 тысячи. Хорошая цена, если не брать во внимание другие смартфоны. Смартфон Realme 9 Pro, внимание, плюс за 18 тысяч. Там у меня впервые гифка моя гифка с моим лицом, потому что это какой-то сюр. Я покупал этот смарт за 36, я понимаю, что там курс был бешеный, но я понимаю, что Dimensity 920, я понимаю, что Helio G96 здесь не супер-мега топовые процессоры, 120 Гц здесь, ну, как 90. Но камеры, несмотря на то, что они, к слову, потели, ну, молодцы. За 18 тысяч рублей это просто топовый смартфон от Realme, это топовый смартфон от BBK, и его бы я тоже рассматривал к покупке однозначно, особенно тем, кому нужна экономная, хорошая съемка. Он хорошо снимает за 18 тысяч рублей. Купон на странице товара, ничего пока не поменялось, и я не знаю. Но я думаю, что однозначно на него стоит обратить внимание всем, кто планирует приобрести какой-то смарт до 18 тысяч. Это вот такой вот смартфон. Хотя его опять же, если вы посмотрите любой мой обзор, почему я хейтю смарты? Потому что я чаще всего покупаю их не по таким ценам. И за этот ценник, этот цвет, блеск, красота, пусть 300 раз бы потел, там 2 раза просушить 3D марком, вантуту прогнать на стабильность и все. Не забываем прожать лайк, 3000 лайков мы разыгрываем iPhone 14, мы уже набили 974, еще только вечер только начинается. А дальше проверяем у нас, что, ну, еще раз, был Realme 9 Pro, но учитывая, что на Realme 9 Pro Plus такой ценник, согласитесь, что проходить мимо, если вы его как-то там планировали, это прям не стоит. Константин, посоветуй топ-3 смартфонов. Огромное спасибо за донат. Примерно за 30 тысяч не для игр. Нужна автономность, связь, камера. Смотрите, почему третье место? Xiaomi 12 Pro 3800. Я его не тестировал пока еще полностью. Обзора пока нет. Но за 3800 я однозначно могу его рекомендовать. Те данные, что по нему у меня уже есть, говорят о том, что он блеск вообще. А по поводу автономность, связь, камеры. Что бы я еще за эти деньги взял? На втором месте я бы поставил Realme GT 2 Pro. Почему? Потому что он вам выйти может в 26 тысяч. Это топовый смартфон, он будет чуть-чуть перегреваться. У него неплохие камеры, чуть хуже, чем у 12 Pro по первым ощущениям. И на первое место я бы поставил... Я не знаю, меня потом... Ну, вот это сходу. 10T, потому что я его себе оставляю. OnePlus Ace Pro, либо OnePlus 10T. Вы можете его в телеге найти. OnePlus 10T 5G. 29572. Потому что это BBK, потому что это OnePlus, потому что это, понятно, там нет переключателей, есть какие-то дешевые варианты, но за 29 тысяч рублей, вау. Вот. Переходим в телеге к следующему варианту развития событий. Сейчас я 5 секунд переключу на охлаждение уже кулера. Планшет Lenovo Xiaomi Pad Pro 2022 года. Там OLED-экран на 120 Гц. Напишите плюсик, кто перешел. Почему? Потому что 18100.
OLED за 18100. Если кто-то понял, в чем смысл. OLED за 18100. OLED. Илья, в телеграм-канале скидок, ссылка верхняя в описании, вы вбиваете Xiaomi 12 Pro, Tab, 12T Pro, Илья Морозов. Не Xiaomi 12 Pro, это было бы не так фантасмагорично и феерично. 12T Pro. Вот, и к чему это все? К тому, что лайкаем. 1000 уже налайкали, еще 2 осталось. К чему это? К тому, что Lenovo Pad Pro 2022. 6128, понятно, минималка. Но за 18 тысяч рублей это вещь, которую вы завтра пойдете на рынок, продадите за 24. Легко, когда люди увидят экран потом еще. 2К экран, Mediatek 1300T, 6128, 30 Вт зарядка, 8200 аккумулятор. OLED. Вообще, OLED. Как бы они плохо его не сделали, а я уверен, что Lenovo, хотя и не фонтан, но дешевые планшеты она делает хорошо. За какие деньги его будут в России продавать, если вообще будут, я даже не подозреваю. Вайс, еще раз. Боже мой. Сейчас я успокоюсь. Потому что есть очень-очень странные комментарии людей, которые свидетельствуют о том, что им лет 9. У меня на канале, к счастью, до 18 лет не больше 8% показывает Google. Ну, понятно, что там их больше, но все равно. И женской аудитории 7%. Было 6%. Вот. Но они, кстати, обычно не спрашивают какие-то такие вещи, как вот сейчас чат некоторые индивидуумы. Максим, спасибо за донат. Такой вопрос. Хожу с Samsung Note 10 Plus уже 3 года. Вроде поднадоел. И не могу понять, на каком андроиде его менять, чтобы за 3 года на уровень выше. Есть идея S22. Samsung S22 вон за 36, если вам пришлют его. Жир. Вариантов миллиард. Вы не написали ни ценник, понятно, спасибо за донат. Если Xiaomi 12 Pro, если OnePlus либо 10 Pro, либо 10T, 29 тысяч. Без бюджета я вам не могу сказать. Я могу так сходу просто вам бесконечно рассказывать, что лучше, чем S10. Но в целом вектор вы поняли. Vivo X80 Pro не видел на глобалке, но он есть. Мне кажется. Следующие. Я о них уже говорил в начале стрима. Это беспроводные полноразмерные наушники Xiaomi OneMo Sonaflow. И там есть кодек LDAC, там есть активный шумодав. У меня есть на них обзор. В Телеграме вы можете на них посмотреть великолепным образом. Нажать «Покупать здесь» и увидеть их за ценник в 5200 рублей. Насколько это круто? Максимально круто. Те, кто знают технику OneMo, те, кто знают, что такое полноразмерные уши, они понимают, что вряд ли они бы делали что-то нехорошее. Лим, Кашита, в этом-то и магия, что как мы набрали 1000 лайков, если в онлайне 905, правда? Боже, от детей храни канал. Бога в суе, извините за оскорбление чувств верующих, если это было. Я атеист. Это тоже не оскорбляет чувства верующих, да, надеюсь? Вообще у нас очень много сейчас постов, я среди своих постю. Сейчас надо вообще по поводу всего говорить, у меня нет позиции. У меня нет позиции, чтобы не закрыли. Потому что она никакой не должно быть, ни той, ни другой. Нигде. А в железках можно иметь позицию. Вот я в железке имею позицию, что OneMo Sonaflow за 5200 это блеск. Может, они и будут 4900, но вряд ли. После этого я добавил Realme 10 на Helio G99, смартфон, который мне проходит мимо меня, который настойчиво делает так, чтобы производитель я не получил. Ну, за 10 тысяч поиграться норм. Купите за 10 900, продадите за 12 900, если вдруг увидите обзор уже на него, и он вам не понравится, правильно? Кто Realme 10, кстати, купил?
Андрей Сиренко, огромное спасибо, что дошел. Не забываем прожать лайк за труды, не забываем подписаться на Бусти, кто хочет подписать. Кто хочет поддержать канал, там есть бесплатные подписки, есть платные. И напоминаю, что сначала читаю донаты, потом уже буду отвечать на ваши комменты. Все, готов поотвечать на комменты, потому что донатов пока нет. Ты говорил, что нафиг за 26 нормально будет взять. За 28 взял сегодня маме. Ома, а в чем логика? То есть я говорил, что за 28 норм, за 26 норм, но ты взял за 28. Хорошо, спасибо, что нам рассказал. Бесценная информация. Oppo Reno 8 Plus. И куда его потом деть? Солить? Oppo не продается вообще. Сидоров 8128, Q5 Pro 16500, нормально. Роман Безбородов. К50 Ультра или 12 Pro? 12 Pro за 30800. 10-й Realme, он, кстати, понравился, исключая основную камеру. Она печально стаба 0. Дмитрий, ну, вопрос дня. Realme Q5 не лучше ли будет, чем Redmi 10, да? Это я спойлерю, я уверен, что лучше. А Realme Q5 дешевле, чем Realme 10. И вопрос, а зачем? А зачем тогда покупать и советовать людям покупать что-то дороже, хуже, если есть что-то лучше? Да? Но это мы с тобой поняли, о чем говорим, правда? Что думаешь насчет Lenovo Y70? Очень интересный аппарат. Точно шлак, точно шлакоблок, точно куплю, точно не советую. И все. Ну, то есть, я, наверное, высказался по максимуму, правда? Хотите рассказать людям, что вы купили крутой смартфон, покупайте. Чтобы просто рассказать. И потом перепродать. 27 тысяч за 11 Pro не норма. 11 Pro я видел сегодня за 24 600. Беззор, подскажи, пожалуйста, что поменять OnePlus 7 Pro, важна автономность. На iPhone 14 будет вам автономность. Я без сарказма говорю. Дальше идем по топам. Q45 за 7200. Шик. Если вы мечтали о полноразмерных наушниках от Ankerov, я однозначно их советую. Вообще без вопросов. Дальше смартфон Q7 Pro за 55. И здесь барабанная дробь. Я его покупал за 58, точнее Pixel 7 Pro. И сейчас он висит 50... я за 68 его покупал, или 65, или 68. Сейчас с купоном от продавца по ссылке он 65 600 с покупай экономь. Самый багнутый смартфон из флагманов, какой только есть, но Pixel... Сейчас я слово подберу, чтобы не оскорблять. Пиксельманом. Пиксельманом? Ну, разве есть какой-то новее смартфон от Pixel? Нет. Вперед. Дальше идет Poco M5s. Там у меня был обзор рекламный, я не помню от кого, но смысл не в этом. Смысл в том, что там были реальные данные, реальное видео, без попытки сделать его лучше, реальные тесты и реальный отзыв, потому что за 10 400 Poco M5s, несмотря на G95, и вы мне скажете, что Sunny, Realme 10, G99, Poco M5s жир, хороший смарт за 10 400, однозначно. Переходим к Pixel 6a, самый мракобесный смарт, который я тестировал от Pixel, но за 21 400 рублей. Мечта. То есть верхняя ссылка. Дальше. Asus ROG Phone 6D Ultimate выходит в 43 тысячи. Я его приобрел, придет, не придет, не знаю, пошлют, не знаю. И мне нравится тестировать Asus. Я понимаю, что они у меня почти не набирают просмотров. Там 5s не набрал, еще что-то. Их проблемно продавать. Но я от них тащусь. То есть они классные. То есть они просто классные. Вот видите, топ очередной даже лучших игровых смартфонов у меня почему-то упорно не набирает. Почему? Потому что стрим провожу. Надо его заканчивать, да? Александр, здравствуйте. Стоит ли покупать Xiaomi Pad Global Version за 23 тысячи? Накидываем лайков. Буду потихонечку отвечать на вопросы.
Mi Pad 5 за 23. Global Version, хорошая цена, но я пока на планшеты не обращал внимания. Еще раз, по мне, завтра на планшеты и на ноутбуке будет так же, как и на компакты, хорошие цены. 5S уже в пути, пожалуйста, отличный смарт. Как в розыгрыше участвовать? Очень сложно, надо уметь читать, надо уметь смотреть. Это вот исключительно для тех, кто ждал розыгрыш. Вот. Я, кстати, даже в описании здесь не добавил. Смотрите, как подло, да? Любой ролик откройте, там в описании будет ссылка. Так, Sony Pixel 7 или 6,6? Не понимаю вопроса. Ефремов Андрей. Да даже посмотреть не успел. Стрим начался. Я каждый ролик последний месяц рассказываю, что я iPhone разыгрываю. При заказе нескольких смартов просишь раздельно отправить, чтобы не платить пошлину. Разумеется, но я так не делаю обычно. А 12Т стоит брать за 30 тысяч или есть альтернатива? Не 12Т, 12Т Pro, Дмитрий, не вводите людей в заблуждение. Стоит. Не успеваю, сейчас выберу. Саня, когда обзор на Redmi Pad? Я думаю, где-то через недельку, наверное. К50 Ultra или 12 Pro? 12 Pro. Стоит ли брать наушники WF 1000XM3? Если вы будете знать, когда их выпустили, то да. Если вы не будете знать, когда их выпустили, то, скорее всего, нет. Подписываемся на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок по ссылкам в описании и переходим дальше к сегодняшнему... Опять же, к сегодняшней телеге, что я сегодня постил, это у нас OnePlus 9 RT. Он выходит 25200, но на 8128. Были ли жирнее предложения? Были летом. Сейчас, может быть, где-то, наверное, можно будет найти. Но там 511 заказов, там продавец более чем проверенный. И да, я бы на вашем месте посмотрел в его сторону. После этого ZTE Axon 30 не советую покупать, но 17300 кто-то решит побежит с криком 120 Гц, 810 Snap, что я куплю за это, я скажу почти все, но вы не услышите. Потом RT-шка 12256, дорого 31, но опять же проверенный продавец. Motorola Edge 30 Ultra, который я брал за 48, сейчас уже 38, и Mi 11 Ultra, которую я на низком курсе покупал за 35, 38. X4 GT 20, нормальный ценник, 12 5G Xiaomi 12 и Lenovo Tab P11 за 8, тоже ценник хорош. Xiaomi MS Fit Bip 3 Pro за 3500 тоже хороший ценник. Neo 3 21 тоже хороший, но мне кажется, что ему должен быть ценник 1000, не знаю, 20. И Xiaomi Redmi Book Pro 14 дюймов за 41 у довольно неплохого продавца. В целом мы прошлись сегодня по самому веселому. Я обязательно вам еще буду постить сегодня, постить завтра что-то веселое. Какого-то сильного супер-мега ажиотажа я уже не вижу. Мне кажется, что Али должен увидеть, что опять ничего у них не продается. И после этого, да, пойти что-нибудь пытаться приобрести еще. И скинуть где-то еще ценник. Опять же, сегодня у нас пятница, биржа закрылась. Я бы на их месте сделал бы курс 62 под самый конец сейла, чтобы народ набежал с воплем. Ну все, так больше никогда не будет. Вполне возможно, неизвестно, какой курс будет в конце ноября. Раньше он рос, но он рос потому что, ну, я думаю, вы понимаете, что люди за границу ехали, меняли рубли, люди много евро приобретали компании, которые платили по облигациям. Сейчас этого нет, поэтому, не знаю, ну, курс может только лупануться, потому что всему будет трындец. Пока я не вижу ничего, что говорит о том, что будет все прям совсем плохо. Поэтому сейчас я напоминаю всем условия розыгрыша. Перестаю цокать, делаю серьезный вид и нападаю на него. Так. 5 секунд. Ищу.
Мне опоссум скидывала, напоминала еще раз. Я такой, ну да, ну. Чтобы я не ошибся, потому что все-таки яблоко. Напоминаю, с человеком буду списываться, смогу скинуть по цене Москвы, где буду брать налом. Ну, плюс еще доставку. Если будет ему интересно, то просто переведу. Так. Все равно не вижу. Есть. Ей! Оставить под видео со стримом коммент, чем не понравился или понравился iPhone. Под стримом, который был здесь. Опоссум, ты здесь? Под каким стримом? Я уже не помню. Не получается. 5 секунд. Там еще 8 букв. Правила участия. Опоссум, напиши мне в телеге. Ты здесь? Help. Как я помню, я должен сейчас благополучным образом найти стрим с прожаркой и тестом iPhone 14. Вот этот. И проверить, все ли good. Под ним ли? Да, по-моему, под ним. Пять секунд. Сейчас я по количеству просто постов увижу. Да, 2400 комментариев, скорее всего, это он. Оно. Так, и там должен быть, помогай опоссум. Будем вместе коллективно сейчас пытаться разыграть. Сейчас я проверю, кстати, донаты, и потом будем разыгрывать. Вдруг чего? Вдруг чего, а люди обидятся. Александр, подскажите, какие лучше вкладыши выбрать без уплотнителей? Huawei FreeBuds 4. Олег, огромное спасибо. Да, ничего лучше Huawei FreeBuds 4 нету на рынке до сих пор среди вкладышей. Желательно спросите, когда их выпустили у продавца, потому что там могут быть старенькие аккумуляторы, модель не новая. Прикупил сегодня Neo 3T за 20300, выбирал между ним и Realme 9 Pro. Интересно твое мнение, прогадал или нет? Нет, не прогадал. Но 20300 как-то дорого. Я же 19200 выкидывал, ссыль. Герман, вы не подписаны на мой телеграм-канал. Огромное спасибо за донат, но вы поняли. Подписывайтесь на телегу, сэкономите еще 1000. Если не больше. 3T, это не 3. Не-не-не, дорого. Надо дешевле. Так, дальше. Xiaomi 12s или Samsung Galaxy S22? Засада, Рур. Я не тестировал 12s. Почти ничего недоступно в доставку в Беларусь. Митяй, это не ко мне, это к вашей организации, которая по идее обеспечивает, ваши наемные рабочие, которых вы выбираете, обеспечивает государство, но в итоге плохо обеспечивает она вас радостью. Хотя, с другой стороны, вы можете посмотреть пошлины в ЕС, очуметь и подумать, что не все так плохо в этом мире. Я говорю, вы можете посмотреть пошлины в Турцию. Здесь создано все, чтобы ни у кого не было никакой техники вообще. Вот, то есть здесь ходят люди с Redmi 5A. iPhone не понравился, яблоко какое-то не свежее на вид. Ну, друзья. Так, подождите, а прожарка... Да, под прожаркой 13 Pro. Надо, наверное, вот так вот сделать. И зачем мне пауза? Мне надо отключить его вообще. А зачем мне он вообще нужен? Не, он мне нужен. Так, сейчас я захожу на Lisa On Air стандартно. Так мне вообще только Lisa On Air нужна. И проверка в телеге, правильно? Аккаунтов. Потому что мы же сегодня Mi Band-то не разыгрываем. Всем огромное спасибо, что пришли. Всех безумно рад видеть. Те, кто пришли не только ради розыгрыша, уже ушли. Кстати, к слову о людях, которые говорят, что не к тебе ради розыгрыша только люди идут. Ну вот, сказал розыгрыш, ушло 100 человек. Все, не будет розыгрыша. Возвращайтесь. Когда будет обзор на Realme Watch 3 Pro? Игорь, я обычный смертный. Я их заказал, они идут. На Affin Air 1...
За 5200? А почему не вкладыши? Да не прогадали вы, норм. Дмитрий Гордиенко, спасибо, что пришел. Червячок. Димон, что за червячок? Купил 8200... 8256, норм. ЮЮ 03. Как участвовать? Все. Нападение детей на YouTube. Так. Все, всем все ответил. Сейчас я зашел на Лизу on Air. И мне кажется, что это будет очень долгий и мучительный розыгрыш. Но мы победим. Мы не можем не победить. Сейчас я подготовлю все, окей? Пам-пам. Пам-пам. Угу. И вроде бы вот так. Вот так. И да, наверное, все получилось. И дальше Лиза on Air будет с нами хозяйничать. Переключаюсь на розыгрыш. Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. С опоссумом в телеге. Опоссум, пиши мне в телеге, если будет печаль. Так, 5 секунд. Все видят. Единственное, меня не видят, правильно? Слышат все, не слышат, пишите. Прием. Все, понеслась. Ничего не вижу, ничего не слышу. Ничего никому не скажу. Вставьте. Переключаюсь. Магия. Это было очень подло и эффективно с моей стороны. Сейчас я в Лизу on Air добавлю в ролик в ссылку в описании. Лиза on Air giveaway. Это было неразумно с моей стороны. Изменить. Все, должно сработать. Есть. Плюсики. Вот нас еще меньше. Норм, звук есть, все есть, плюс, спасибо. Так, переходим к старту. Раз, два, три. Елочка, гори. Деактивировать, активировать и убираю. Убираю все, убираю рекламку. Но рекламу можно не убирать, ладно. Все видят, все знают. Увеличиваю на максимум. Нажимаю старт. Ага, опять. Да что ж такое? Это какая-то засада. Еще раз. 5 секунд. Что же такое-то, а? Что такое хорошо и что такое плохо? Есть. Все. Теперь точно есть. Нажимаю. Старт. 2444 комментария. Хай. Ей. Проверяй в телеге все. И вы ощущаете, да, как все долго и мучительно? Вопреки всему, несмотря ни на что. Прям вообще долго. Все-таки обрабатывать 2444 комментария — это не быстрое занятие. Мы простим Лизу on Air. И будем, наверное, каждый раз, когда кто-то будет подходить под все условия, чтобы проверить в телеге, встречаться в личке. Хорошо, что телега не взаимопомощи должна быть, потому что там забаненных эгегей. Да? Барабанная дробь. А что, он каждый раз так будет долго? Друзья, кто вообще в курсе вот этих вот всех инсинуаций? Мне интересно прям. Надо было еще один смартфон положить. Так, Ларри Леон. Насколько логично вначале топить телефон, а потом включать ему режим печка? Данное обновление, можно сказать, минорное. Для меня важно, как снимает видео и по уровню съемки. Классно снимает Sony. С физическим затвором забыл название модели. Нет. Ну, то есть, как бы там условие-то было. Напоминаю.
Под видео со стримом коммент, чем понравился или нет. Можно считать, что чем понравился или нет это? Я думаю, да, кстати. К слову о птичках. Как вы думаете? Давайте я сейчас проверю общественное мнение. Сейчас прочитаю ваши комментарии, потому что пока не вижу. Очень странные дела. Потому что с точки зрения как бы логики, может быть, да. Не забываем, кстати, прожать лайк и подписаться на телеграм-канал взаимопомощи. Нет. Да, нет, можно, нет. Да, нет, можно, нет. Ну, Максим Хасанов, да не понравился. Минус, нет, нет, плюс, iPhone нравится оригинальностью дизайна. Нет. Плюс. Ну, тогда или нет? Нет, 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 да. Короче, я буду оценивать, как напишет опоссум. Нет. Хорошо. То есть будем считать, что нет. То есть понравился или не понравился, хотя бы славно. iPhone топ для тех, кто топит за него. Знаю многих, кто пробовал менять на другие, возвращался в стан огрызку. У меня никогда не было iPhone, но верю, что он меня удивит положительно. Еще раз, да. То есть, ну, по тому же принципу. Чем понравился? Дмитрий и Константин. Дмитрий тоже нет. Ну, друзья, камера просто бомба. Вот, вот Ольга я бы взял. Согласился. Но список подписок скрыт. Список подписок скрыт. То же самое. Люди не смотрели стрим. Понравились камеры на айфоне Иришка. Вы прям в секунде от победы. Каналы Польза.нет Лайв и теперь... подождите. Телега. Так. Лайк на ролик стрим есть. В YouTube канале должен быть указан телеграм-канал. Есть подписка на телегу и оба канала в YouTube. Так, подписки 2 есть, коммент есть, Иришку сейчас проверим, единственное, на подписку в телеграм-каналах, и если все в огне, то это победитель. Вот. Сейчас 5 секунд. Еще крути, уже прокрутил. Так, проверяю телегу. Пять секунд. Ищем среди подписчиков. Так. Я уже потерял. Что за печаль-то? Где? Да ладно. Панель управления. Я, по сути, ее закрыл. Да что ж такое-то, а? Комментарии, упоминания. Нет, это не то. Она еще на стриме, а меня проверили? Так. Кто-нибудь видит? Нет? История. Есть, Иришка, нашел. Так, смотрим. Проверяю раз телегу. Есть кукурузка. В купонах есть. И... Есть. Да, и там, и там. Мы закрыли вопрос. Кукурузка Иришка выиграла. 5 секунд.
Она еще и на стриме? Ну пусть пишет. Деньги или шоколадку? Не вижу. Так, Иришка, давайте я вам сразу в ВК закину свой. Напишите мне туда принтскрины странички, ну все по фэншую. И дальше уже будем разбираться. Хотите вы железку или деньги? 5 секунд. Тут она, не вижу ее пока. Угу. Либо в ВК напишите мне. Не верит она. С чего она не верит-то? Пока за вас не сверстали страницу никто, как иногда кто-то делает, подло. Вот сюда напишите мне. Добавьтесь в друзья. Не, ну ощущаете? Саня, не болей. Так, привет, Александр. Ответьте, пожалуйста, стоит ли покупать OnePlus 10 Pro? Я бы купил Xiaomi 12 Pro. Черно-красный аватар у нее. Да я видел, какой у нее аватар. Да она рано или поздно-то напишет, я думаю. Все, уже 2 человека почему-то постучалось. Вы ощущаете? Я сейчас вам скину ссылку. Мне два аккаунта Иришки Кукурузина написали. Да, знаете почему? Потому что кто-то обманывает, да? Но вообще очень неразумно, потому что, опять же, этот человек-то виден реальный в ВК. И телегу... лучше напишите мне с телеги. Во, с того аккаунта. Но это потом. Раз. Привет. Сейчас, 5 секунд. Пять секунд. Очень часто люди бывает, обманывают, особенно в крупных выигрышах, по поводу выигрыша. Я сейчас все равно еще буду консультировать, друзья, чуть-чуть. Так, и понеслась. Дальше. Введи промокод 12P100. Так, я уже подвисаю или нет? Или это мне кажется? Раз, два, три, четыре, пять. Да, и как раз Тьюб начал висеть, прикиньте. Вовремя. Отстрелялись мы. Завтра делать стрим или нет? Друзья, пишите плюсик, если делать стрим под конец сейла, минус, если не делать. Да, я когда думаю, много чего. Нет, не виснешь, все норм. Black Sky, что-то там, мне тоже придется вас заблокировать. Ну уже успевают без меня. Напоминаю, что у нас без мата, хамства, рекламы и еще чего-то. Канал. Плюсики. Завтра делать. Отлично. Ну не забываем прожать лайк тогда. Огромное спасибо, что пришли. Все устали. Завтра выходной. Может быть, в часа 3 сделаю стрим. Но только после того, как выгружу топ-10 смартфонов до 15 тысяч рублей. Да, посмотрим. Это последний сейл. Потом уже 25 числа в супер-мега качестве просто будем сидеть на лайве и общаться. Огромное спасибо, что пришли. Девайсом однозначное да. Я не пользуюсь ВК. Да, Эндрю, не надо было ВК пользоваться. ВК это просто вот, чтобы перепроверить человека, потому что мне уже добавилось 4 иришки. Вы ощущаете?
Еще раз, в ВК я добавляю только людей, которых я знаю. Вы можете мне плюсы писать, но если вы мне будете писать «подскажи», то вы уйдете в бан, потому что есть для этого стримы, раз, два, для этого есть, я специально сделал на Бусти страницу, подписывайтесь, там есть бесплатные подписки, потому что это еще одна резервная страница у меня для всего. Не знаю, у меня ощущение, что рано или поздно тучи будут сгущаться, может быть нет. Но пока все, что самые плохие прогнозы во всем, как вы видите, сбываются везде, у всех. То есть ничего хорошего в мире не происходит. Я не вижу ничего хорошего в мире с февраля этого года, я думаю, как и большинство. До этого видел много хорошего. Сейчас, ну, может, кто-то радуется с февраля. Но точно не кажется, что их много. Про компакты будет то потом про компакты ближе к ноябрю я буду уже в Бангкоке. Я думаю, что там я накуплю еще различных устройств. Всем огромное спасибо, что пришли. Обязательно буду вас консультировать. Сегодня я недееспособен, для этого есть телега. В принципе, весь жир я вам скинул. Все как на духу. Самый главный орган у человека — это мозг. И только вы можете решить, что вам надо. Но только окружающие, которые имеют определенные железки и опыт, могут рассказать вам о всех нюансах. Вы их потом взвесите и сделаете для себя выводы. Напоминаю политику моего канала. Третий эшелон — шлак. Можете покупать для того, чтобы кого-то наказать. Можете даже себя наказать. Покупать что-то ниже рыночной цены, зная, что вы сможете это перепродать, разумно. Покупать что-то просто чтобы купить — неразумно. Но если для вас это антистресс, еще раз напоминаю, что у меня есть маленькая проблема, скорее всего, я шопоголик. Ну, во всяком случае, вот эти штуки, которые по черному... Я даже прилетел, вы понимаете, я снимаю апартаменты трехкомнатные, не знаю, зачем мне 3 комнаты, и я покупаю себе сюда чайник, я покупаю себе графин под воду, я покупаю мышку за 10, на которую хочу сделать обзор, но не делаю. Ну, потому что это вот моя клиника. Я так борюсь со стрессом. У вас не должно быть такой клиники. Вы должны делать все разумно. Вы же взрослые люди. Всем добра. Огромное спасибо, что пришли. Опоссум весьма осторожен. Что весьма осторожен? Все осторожны. Опоссум молодец. Вот, всем добра, огромное спасибо, что пришли. Завтра надеюсь, что кто-нибудь еще зайдет. Админам отдельный респект. Еще раз повторяюсь, чтобы вы понимали, я даже Валентина добавлю, пусть даже это слово и нежелательно. У меня 37 человек в группе «Все свои». Если вы прям свой и вы в этом уверены, как Дмитрий Гордиенко, Опоссум и еще многие здесь, добавляйтесь, пишите админам, что я ж свой, чувак. Добавляйтесь и туда. Добавляйтесь в телегу взаимопомощи. Общения нам хватает. Понятно, что это неразумно для YouTube, поэтому сюда приходит 600 человек в онлайн, 900 человек, а не 1000. Но это не важно. Важно, что мы друг друга увидели. Добра и удачи.